Привет! Если вы видите меня впервые, мой долг 164 миллиона рублей. Это мой онлайн-дневник, где я рассказываю о всей своей истории, как я попал в эту тяжелую ситуацию и обо всех своих попытках, как я пытаюсь из нее выйти. Прошло уже почти полгода, кардинальная ситуация не изменилась, магии не произошло. Вначале я был полностью раздавлен, бесконечные переговоры с кредиторами, хаотичные попытки быстро сформировать стартовый капитал для работы лишь только привели меня в более тяжелое положение, долг кардинально с места не сдвинулся. Позже я узнал о компаниях, стал пробовать проходить тестирование, проходил их даже успешно, и как только я получил финансируемые счета, я сразу же почуял вкус денег, почуял возможность в самое ближайшее время начать выплаты своим кредиторам, вследствие чего у меня вновь обострялась моя уже закрепившаяся лудомания, и я терял буквально за считанные дни всю работу, которую проделывал месяцами. Лудомания и закрыть множество дыр за раз привели только к дополнительным долгам и отсутствию значимого прогресса. Я распылялся, терял контроль над собой и по итогу оказался в еще более тяжелом положении. Последние несколько месяцев приоритеты изменились. Я сейчас пытаюсь развивать другие интересные направления помимо трейдинга, системные инструменты и прочее, что может помочь мне вновь встать на ноги. Все мое основное время сейчас поглощено доработкой сервиса контроля рисков Sentilox. Я понял, что пока я не создам внешний тормоз для своей психики, мой трейдинг в текущей обстановке будет напоминать спринт по минному полю. Сервис в целом уже готов, попутно я сейчас исправляю баги, которые встречаю, добавляю новые функции, провожу бета-тестирование. И для меня это не просто софт, это мой шанс превратить личную катастрофу в системный бизнес. Это приложение, я верю, действительно может помочь не только мне, но и другим таким же эмоционально нестабильным трейдером, каким сейчас являюсь я. В апреле я еду в Москву на блокчейн-форум. Это очень крупное мероприятие, где соберется очень много людей из криптоиндустрии. Туда я еду не в качестве туриста, а попробую найти полезные контакты и партнерство для своего сервиса, который я сейчас делаю. Отдельное спасибо бирже BitUnix, которая выступает одним из спонсоров этого форума. Они предоставили мне бесплатный билет, что в моем финансовом положении это неоценимая поддержка. Буду вещать с форума в реальном времени в своем основном телеграм-канале из «Князя в грязь», ссылка в описании. Переходите, там я пишу детальные посты о своем состоянии, о положении в текущий момент и много различных деталей. Я продолжаю торговать и по-прежнему пытаюсь вернуть прежнее системное состояние. Дается это тяжело, но я постоянно работаю над собой, практикую новые способы и приемы для того, чтобы пресекать вспышки лудомании. Успехи есть, но все же периодически случаются рецидивы, которые несут за собой серьезные последствия. Я начал новый челлендж в фирме на счет 300 тысяч долларов. Вся техническая часть, скриншоты, свои личные заметки, разборы сделок и тому подобное, все, что связано с трейдингом, я пишу во втором своем канале Азимут Трейдинг, ссылка также в описании. Там нет лирики и соплей о том, как трудно и о своих долгах по сравнению с основным каналом. В Азимут Трейдинге только сухая работа и ничего лишнего. Еще я активно погрузился в изучение искусственного интеллекта. Сейчас я работаю над созданием своего мини-сериала. Там будут элементы моей реальной жизни, моей истории, борьбы с лудоманией, психологических ям, различных перипетий. Все это вперемешку с футуристическим будущим в стилистике киберпанка, этот сериал. И весь визуал от грязных моделей до корпоративных небоскребов, это все будет нейронные сети, компьютерная графика. Это мой способ декомпозиции стресса, развиваться параллельно среди всей этой сложной обстановки, нельзя стоять на месте. Также я вижу в этом возможность развивать свое медиа, и также я таким образом пытаюсь раскрыть новые перспективы
новые направления, с помощью такого подхода привлекать новую целевую аудиторию. И также я в дальнейшем попытаюсь монетизировать эти навыки, когда уже стану достаточно опытным в этой сфере. Можно попробовать выполнять различные заказы от независимых людей, выполняя их индивидуальные заказы. Направление AI сейчас очень перспективно. Я решил не упускать возможность влиться в поток. Кстати, вы можете сейчас посмотреть некоторые кадры из первой серии. Когда баланс окрасился красным, я перестал быть даже человеком, с кем можно поговорить о чем-то, кроме сроков возврата денег. Я стал безнадежным долгом, списанным активом. Труп депозита в торговом терминале. Тень фитиля на разорванном балансе. Этот рынок – сточная канава, полная крови и ликвидности. Это мой первый опыт работы, мой первый опыт произведений различных видео с помощью искусственного интеллекта. Буду интенсивно развивать это направление. Мне очень нравится, это интересно, но это кропотливая и сложная работа. Изначально я себе представлял это все попроще, но тут есть очень-очень много нюансов. Мои цели сейчас по-прежнему остаются пробовать системно наращивать капитал, допиливать свой софт, без остановки развиваться и не давать эмоциям жечь то, что строится таким ежедневным кропотливым трудом. Спасибо всем тем, кто по-прежнему верит, поддерживает. Ссылки на мои каналы я прикрепил в описании, там я более детально рассказал обо всех источниках, на которые вы можете перейти. Всем спасибо, хорошего дня.